Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Тибуев Владимир, и я рад приветствовать вас на своем канале. Тема сегодняшней лекции, вернее даже не лекции, а скорее отчета по проделанной фундаментальной научной работе «Происхождение и форма Вселенной». Для тех, кто здесь первый раз, я хочу предупредить, это не развлекательный канал. Здесь вы не увидите красивые фантазии блогеров и мультики про Вселенную со звездами под монотонный бубнёж бота за лайки. Тут я выкладываю результаты своих научных работ по теоретической физике, в том числе иногда борюсь с научными фейками. Будет много аналитики, скучно, нудно и научно. На своем канале я жду и приветствую людей с высоким IQ, хотя бы выше 120, кого, как и меня, интересует реальная картина происходящего. Меня не интересуют лайки, подписчики и куча просмотров. Это не коммерческий канал. Мне намного ценнее один зритель, который по поиску найдет эту тему и поймет, о чем я говорю, чем 100-500 зрителей, которые ничего не поймут, но накидают лайков. Официально заявляю, все, о чем я сегодня буду рассказывать, является итогом моих многомесячных размышлений и интеллектуальной собственностью. Прошу делать ссылки на данное видео, либо на автора, то есть на меня, если собираетесь использовать полученные сведения в своих целях. Это важно. И еще одна важная вещь. Прежде чем мы перейдем к исследованию загадок Вселенной, у меня будет большая просьба к зрителям. Прошу вас на время просмотра видео выбросить из своей головы все истории про прямые, кривые, плоские, тороидальные, изотропные, бесконечные, замкнутые, голографические, без определенного центра, мульти и прочие вселенные, которые существуют лишь в головах ш**нутых математиков или YouTube-блогеров. Выбросили? Ну тогда поехали. Сегодня я с удовлетворением и гордостью сообщаю, что закончил полугодовое фундаментальное исследование вопроса, как образовалась наша Вселенная, какую форму она приняла в данный момент и какое место мы занимаем во всем этом. Я считаю, что полностью раскрыл загадку ее происхождения. Как я понимаю, до текущего момента никто еще не представлял внятной теории, как она появилась, ее нулевого момента и дальнейшей эволюции. В основном это пустые математические фантазии с полным отсутствием логики, возможности проверки или противоречащие физической реальности. Мою теорию можно полностью проверить наблюдениями, про которые я укажу в конце исследования, математическими расчетами. И, кстати, она уже частично подтверждается наблюдениями. Более того, по моей теории можно рассчитать и получить недостающие сведения о Вселенной. Например, о ее актуальной массе, текущем размере, временных интервалах ключевых событий, сколько она еще протянет, то есть длительность ее жизненного цикла, и прочие параметры. Та наблюдаемая зона, до границ которой мы дотягиваемся самыми современными телескопами, как выяснилось, является лишь мизерной частью Вселенной. И скоро вы поймете почему. Сегодня я представляю свою модель Вселенной Tibuev's Universe Model, или коротко TUM. Будут представлены логически обоснованные предположения, что было до образования Вселенной, сам момент образования, так называемый Биг Бэнг, что последовало за ним, как после Биг Бэнга спустя какое-то время произошел большой взрыв. Да-да, вы не ослышались, это два абсолютно разных события. Решение загадки происхождения материи и как Вселенная пришла к тому виду, в котором мы ее наблюдаем в данный момент, а также какие наблюдаемые эффекты могут подтвердить или опровергнуть представленную модель. Моя модель строго циклическая, то есть она раз за разом проходит свой путь эволюции и возвращается в исходное состояние. Для создания этой модели мне пришлось за последние полгода исследовать некоторые пробелы в науке самостоятельно и связать их воедино, так как я не нашел ответов в научных источниках на свои вопросы для данного исследования. Я исследовал вопрос, что есть время в действительности, которое является истинным драйвером всего происходящего, так как заметил и указал на несколько логических нестыковок в теории Эйнштейна. В его теории говорится не о времени, а лишь о его последствиях взаимодействия с четырехмерным пространством. Само время является чем-то иным, возможно, частью пятого измерения. Я исследовал свойства и структуру черных дыр,
а также, как следствие, некоторые общие вопросы, связанные со структурой вещества, гравитацией и ее причиной. Все эти исследования я в доступном виде выложил на своем канале. Рекомендую вам с ними ознакомиться. Сегодняшняя лекция про Вселенную будет полностью теоретическая. Я не буду представлять какие-либо формулы, да это и бесполезно на данный момент, а буду наглядно с картинками пояснять для зрителей все этапы и процессы. Для формул нужны большие вычислительные мощности и кропотливая работа большого коллектива физиков-математиков, чтобы создать математическую модель указанных процессов, но мне это не по силам в одиночку. Возвращаясь к происхождению Вселенной, я зайду немножко издалека и поясню свои предположения, которые я исследовал последние полгода и которые легли в основу данной модели. Моя модель TUM строится на основном предположении, что уравнение Шварцшилда дает неправильный расчет и неверный вывод, что в центре черной дыры находится так называемая сингулярность, то есть точка сжатого в ноль пространства с бесконечной плотностью вещества. Я считаю это утверждение в корне неверным. Данное уравнение не учитывает фазовый переход вещества в состоянии энергии при приближении к центру черной дыры. Это примерно как попытаться описать все агрегатные состояния воды одной формулой, не учитывая ее фазовых переходов. Так вот, согласно моему исследованию, любая материя на некотором расстоянии от центра любой черной дыры начинает разрываться в градиенте поля гравитации на составляющие элементы, а затем и на базовую составляющую любого вещества, на энергию, то есть на фотоны. Та самая спагеттификация, но на атомном масштабе. Я удивляюсь, почему такое предположение не высказали ранее, ведь как показывают опыты в Большом адронном коллайдере, а до него и в других ускорителях частиц, переход вещества из массы в энергию и обратно является самым заурядным процессом. В любой черной дыре существуют все условия для такого перехода. Поэтому в том, что ее центр состоит из энергии, то есть фотонов, у меня нет никаких сомнений. Сами посудите, если отбросить предрассудки и фантазии про эти загадочные объекты, которые не остаются таковыми после просмотра моих видео, и представить, что это обычное гравитирующее тело точечного размера, то можно с легкостью рассчитать, на каком расстоянии от центра любой атом вещества заданного диаметра разрывается разностью потенциальных энергий гравитационного поля на фотоны. В моем расчете, представленном в одном из видео с анализом черных дыр, атом железа полностью разрывается на фотоны черной дырой массой 5 солнечных на расстоянии 4,12 см от ее центра. Любой желающий может провести подобный расчет. Я, естественно, понимаю, что в моем расчете не учтено эйнштейновское искривление пространства, его сжатие. Но абсолютно понятно, что даже если пересчитать с учетом искривления пространства, подобная точка разрыва материи на энергию находится не в нулевой точке черной дыры, а отстоит от нее на некотором расстоянии. Материя не может существовать в центре в виде массы, а просто обязана перейти в форму энергии, в фотоны. Образовавшаяся энергия собирается в центре черной дыры, но она не становится точкой нулевого размера. Это тоже неверно. До точки нулевого размера сжимается само пространство, то есть образуется некий непроходимый тупичок. Несмотря на то, что пространство сильно сжато гравитацией и фотоны по мере приближения к центру значительно укорачивают свою длину волны, эта длина волны не становится нулевой. Длина волны становится очень короткой, но не нулевой. Я приготовил небольшую поясняющую картинку, чтобы визуализировать мое раннее исследование. Масштаб соотношения размеров, естественно, не соблюден для наглядности. Фотоны одной своей стороной упираются в этот тупичок пространства, который находится в центре черной дыры, и не могут его преодолеть, а обратно им не дает вырваться чудовищная гравитация. Таким образом, они образуют некий фотонный шарик, энергия которого равна эквиваленту поглощенной массы и перераспределяется равномерно между всеми фотонами. И неважно, какую энергию они имели изначально, попав за горизонт событий или образовавшись из разрыва материи. Также фотоны распределены по объему шарика абсолютно равномерно, то есть нет нигде какого-то сгущения или разрежения их плотности.
Размер этого шарика равен двойной длине волны фотона. Этот шарик может лишь крутиться вокруг тупичка пространства, сохраняя моменты вращения и движения черной дыры. Как вывод, можно сказать, что несмотря на то, что центр любой черной дыры состоит из фотонов, гравитация никуда не исчезает, так как любой фотон искривляет пространство вокруг себя энергией, которая в нем присутствует. А множество фотонов в одной точке искривляют пространство эквивалентно массивному телу с такой же энергией. Также необходимо заметить, что фотоны не имеют объема и не мешают друг другу находиться в центре. То есть ошибка формулы, дающая бесконечную плотность вещества, отпадает сама собой. Можно сказать, что фотон – это одномерный объект, характеризующийся только своей длиной, от которой зависит его энергия. Импульс фотонов в центре черной дыры равен нулю. Они никуда не двигаются, их электромагнитная волна колеблется на месте. Итогом моих рассуждений и исследований природы черных дыр являются три итоговых постулата. Центр любой черной дыры состоит из фотонов, которые одной стороной упираются в тупичок пространства, а вторую сторону поджимает гравитация, не давая никакому фотону покинуть это место. Фотоны равномерно распределяются вокруг центра и собираются в шарик, энергия которого выравнивается в равной мере между всеми присутствующими фотонами. Диаметр фотонного шарика тем меньше, чем массивная черная дыра. Импульс фотонов равен нулю. Импульс движения и момент вращения черной дыры при этом сохраняется, несмотря на то, что центр состоит из энергии. Электромагнитного заряда и поля у черной дыры нет. Постулат номер 2. Причиной гравитации черной дыры служат как раз эти фотоны, которые своей совокупной энергией искривляют пространство аналогично эквивалентной массе. То есть фотон сам по себе является первопричиной гравитации, а также элементарной частицей любого вещества. Постулат номер 3. Вселенная имеет постоянную и неизменную массу. Масса или эквивалентная ей энергия не может появиться из ниоткуда или исчезнуть в никуда. Это ставит абсолютный крест на фальшивые теории флуктуации вакуума, излучения Хокинга, путешествий во времени, вложенных мультивселенных и прочие фантазии, не имеющие к реальности никакого отношения. Нужно осознать и принять действительность. На любые игры с массой стоит абсолютный запрет. Я понимаю, предисловие немножко нудноватое, а для кого-то, возможно, и неприятное, так как человеческий разум до последнего цепляется за привычные вещи. Ну, так уж он устроен. Но без этих постулатов дальнейшее рассмотрение процесса образования новой Вселенной будет непонятным, и более того, сам процесс невозможным. Чтобы понять, как мог произойти знаменитый Биг Бэнг, нужно разобраться, от чего он мог произойти, и что было причиной этого события. Для этого нужно вернуться на несколько мгновений до этого события. И тогда в этом месте мы увидим вселенскую черную дыру, которая поглотила всю массу предыдущей Вселенной и ожидает некой инициации. Но какой? Есть принципиальная разница между вселенской черной дырой и обычной. Продемонстрирую это на двух поясняющих картинках. Если у обычной черной дыры, картинка слева, имеется массивная центральная точка энергии, вокруг которой расположен горизонт событий, а далее вокруг имеется пространство, хоть и значительно сжатое, но я его условно нарисовал желтыми линиями, то вокруг финальной вселенской черной дыры, картинка справа, вообще нет ни горизонта событий, ни самого пространства вокруг. Все это выродилось в точку. Отсутствие пространства я показал серым цветом. И в тот момент, когда вселенская дыра поглощает последний фотон, или, возможно, последнюю черную дыру предыдущей Вселенной, происходит интересное событие, щелчок, как я его называю. Расскажу про него подробно. Как я уже упоминал в своих постулатах, центр любой черной дыры состоит из фотонного шарика, размер которого тем меньше, чем она массивнее. В случае вселенской черной дыры, вследствие чудовищного сжатия пространства, размер фотонного шарика почти равен нулю. И после поглощения последней частицы или фотона предыдущей Вселенной становится равным нулю. Масса Вселенной подобрана строго таким образом, чтобы это событие могло произойти только после сбора абсолютно всей массы и энергии до последнего фотона, ни больше, ни меньше.
Это как раз и есть тот самый закон постоянства массы Вселенной. То есть в процессе эволюции никакая масса не может появиться из ниоткуда, не исчезнуть никуда, иначе это сломает цикл ее эволюции, чего быть не может. После сбора всей массы Вселенной в центре вселенской черной дыры, длина каждого фотона в центре обнуляется, и их энергия становится равной бесконечности. Трудно представить разумом такой процесс, но у мироздания свои способы рождения новых вселенных, и ему плевать на наше понимание. Происходит щелчок, очень интересное с физической точки зрения событие. При обнулении длины фотонов они физически никуда не исчезают, просто становятся нольмерными. Но на короткий миг исчезает искривление пространства, которое они производят, то есть исчезает гравитация. Они освобождаются из гравитационного плена, и в этот момент происходит Биг Бэнг. Я не буду объяснять, почему в момент обнуления длины фотона пропадает гравитация. Я уверен, у моей аудитории достаточный показатель IQ, чтобы понять эту элементарную вещь самим. Нужно лишь вспомнить, что такое фотон, как он выглядит, и как станет выглядеть при нулевой длине, то есть нольмерным, и последствия этого. И все станет на свои места в голове. Что есть Биг Бэнг? Пропавшая гравитация освобождает фотоны из гравитационного плена. Они снова приобретают одномерность и начинают разлетаться из центра со скоростью света в радиальном направлении. Ну, вернее даже сказать, в радиальных направлениях, образуя некую фотонную сферу. Продемонстрирую это на поясняющей картинке. Толщина стенки этой сферы равна длине волны фотонов, и их количество на единицу площади этой сферы просто запредельное. Какой-то вспышкой света или взрывом это назвать никак нельзя, так как длина волны фотонов настолько коротка, что они не могут наблюдаться в видимом диапазоне. Более того, даже в диапазоне жесткого гамма-излучения ему тоже очень далеко до них. Длина волны этих фотонов уже не равна нулю, но еще очень-очень близка к нему, поэтому их энергия при этом находится почти на бесконечной части шкалы энергии. Введу рабочее название для таких фотонов сверхвысоких энергий – гиперфотоны. Ну, может, потом придумают более подходящее название для них. Кроме того, введу понятие барьер, то есть место условного разделения пространства и отсутствия пространства. Возникает закономерный вопрос, почему после освобождения гиперфотонов из плена не происходит их мгновенного схлопывания обратно во вселенскую черную дыру. Ведь после их освобождения их длина уже не нулевая, и сразу же возвращается гравитация и сопутствующее ей искривление пространства. Чтобы понять этот процесс, нужно рассмотреть несколько поясняющих картинок. Я их разбил на несколько этапов для полного понимания. Этап первый. При освобождении гиперфотонов из плена они начинают разлетаться из центра в радиальных направлениях со скоростью света. Картинка слева. Образуется гиперфотонная сфера. Она расширяется, как надуваемый мыльный пузырь. Причем снаружи этой сферы пространства еще нет. Гиперфотоны, можно сказать, упираются в барьер, раздвигают его и, разлетаясь все дальше и дальше, образуют пространство только после себя. Любой фотон обладает гравитацией, то есть искривляет пространство в меру своих малых сил. Но если их очень много, как в нашем примере с гиперфотонной сферой, гравитация и сжатие пространства достигает колоссальных значений. Внутри сферы остается чудовищно сжатое, но абсолютно пустое пространство. Абсолютно такое же сжатое пространство имеется ниже горизонта событий любой черной дыры. Но, конечно же, оно гораздо слабее, но имеет похожие свойства. Но с этим горизонтом событий есть один нюанс. Смотрим картинку справа. Если у обычной черной дыры вся ее масса собирается внутри в виде фотонного шарика конечного размера, я это примерно показал стрелками, и фотонам некуда деваться, ведь они упираются в тупичок пространства, и этот шарик окружен горизонтом событий, в котором все движется к центру, то в случае Биг Бенга получается все наоборот. Возвращаемся к картинке слева. Мы видим, что черная дыра как будто вывернута наизнанку. Подгоризонтная область событий находится внутри, а вся энергия в виде гиперфотонной сферы находится снаружи. Но этим фотонам есть куда разбегаться, их ничто не удерживает.
И они разбегаются со скоростью света. Я это тоже показал условными стрелками. И раздвигают границу пространства, надеясь на какое-то чудо. Остановись они хоть на мгновение, гравитация и горизонт событий обгонит их, поймает и схлопнет обратно в черную, во вселенскую черную дыру. Но их скорости равны. И равны они скорости света. И этого не происходит. Естественно, бесконечно так продолжаться не будет, и рано или поздно должно произойти некое переломное событие, которое поменяет баланс. Но про него расскажу чуть позже. Этап второй. По мере расширения гиперфотонной сферы площадь ее поверхности непрерывно растет, а концентрация гиперфотонов на единицу площади падает, хотя и остается невообразимо огромной. Эквивалентная масса на единицу площади сферы в виде энергии гиперфотонов уменьшается, и при этом происходит постоянное увеличение длины волны гиперфотонов, так как пространство внутри гиперфотонной сферы разжимается и растягивает их. Энергия гиперфотонов при этом неуклонно снижается. Рано или поздно наступает момент, когда центральная точка, где началось событие Биг Бенга, освобождается от горизонта событий, и он начинает отступать от нее все дальше и дальше. Я показал область разжатого пространства синей зоной в центре. Масштаб этой картинки, понятное дело, не соблюден. Размер гиперфотонной сферы стал многократно больше, чем на картинке первого этапа, так как прошло много времени. Этап 3. Проходит еще какое-то время. В процессе расширения гиперфотонной сферы горизонт событий отступает все дальше и дальше от центра. Подгоризонтная область становится все тоньше и значительно приближается к внутренней стенке сферы. Я ее показал черным колечком под цифрой 3. И в определенный момент происходит то самое переломное событие, которое меняет абсолютно все. Это событие произойдет только при определенной энергии гиперфотонов. Этап 4. В определенный момент, который, зная квантовую физику и теорию Эйнштейна, можно определить достаточно точно, длина волны гиперфотонов увеличивается настолько, что позволяет им трансформироваться в базовые кирпичики материи. Происходит переход из энергии в массу. Особенно прошу обратить внимание на то обстоятельство, что в момент этого преобразования скорость новорожденных частиц становится меньше скорости света. Это важно для дальнейших умозаключений. Пусть квантовые физики поправят меня, если надо, но я считаю, что в момент образования частиц из одного гиперфотона появляется как минимум тройка частиц с положительным, с отрицательным и нейтральным зарядами. Электрон, как самая малая и неделимая частица с отрицательным зарядом, должен был сразу появиться. А вот какие именно первичные частицы нейтрального и положительного заряда при этом появляются, не особо важно, хотя, возможно, квантовым физикам и важно, им бы все разломать и посмотреть. Но все равно они с течением времени и условий в итоге преобразуются в протоны и нейтроны. Суммарный заряд Вселенной при этом обязательно остается нулевым. Я считаю, что это некое базовое свойство гиперфотона преобразоваться при определенных условиях и определенной энергии именно в такой набор частиц. Про образование материи и антиматерии и как они там друг с другом договаривались, я умолчу, так как это отдельная теоретическая тема для квантовых физиков. Хотя было бы неплохо экспериментально создать подобный гиперфотон в лабораторных условиях и посмотреть последовательность его трансформации. Насколько я знаю, современная наука преуспела в разрушении элементарных частиц при высоких энергиях столкновений. Но может ли при этом она синтезировать чистый высокоэнергетичный гиперфотон для опытов? Вопрос спорный. В любом случае, на определенном этапе после Биг Бенга происходит одномоментное преобразование энергии в массу по всей гиперфотонной сфере. При этом, если ранее гиперфотоны находились в один слой в указанной сфере и нисколько не мешали друг другу, несмотря на запредельную концентрацию на единицу площади гиперсферы, то в момент перехода энергии в массу в тонком объеме пространства появляются мириады частиц, обладающих массой, объемом и взаимодействием друг с другом. Времени у них на то, чтобы схлопнуться в черную дыру, нет, ведь это тоже занимает некоторое время, чтобы материя успела сжаться.
Поэтому им ничего другого не остается, как взрывоподобно со скоростями близкими к скорости света отталкиваться и разлетаться друг от друга. Вот этот момент однозначно можно назвать на русский манер большим взрывом. Я уверен, что, скорее всего, именно про этот момент упоминают ученые, когда заявляют, что Вселенная родилась за ничтожные доли секунды и преобразовалась в материю. Да, сам этот процесс происходит мгновенно, но не учитывается долгий подготовительный этап, предшествующий этому событию. Сколько длился подготовительный этап? Годы, столетия или миллиарды лет? Но ответить на этот вопрос достаточно легко. Благодаря теории Эйнштейна и современной квантовой физике можно, зная начальные и конечные условия, построить математическую модель гиперфотонной сферы и определить все временные этапы событий, причем достаточно точно. Понятно теперь, что процессы Биг Бэнг и Большой Взрыв – это абсолютно разные по своей сути события. Биг Бэнг про гиперфотоны, Большой Взрыв про материю. Рассмотрим процесс Большого Взрыва более подробно с точки зрения распределения скоростей вновь образованной материи и какие события за этим последуют. Этап 5. Если гиперфотонная сфера расширялась со скоростью света, то в момент перехода энергии в материю скорость ее расширения падает ниже скорости света, так как массовые частицы не могут существовать в таких условиях. Я показал ее движение при рождении наружу зелеными стрелками в верхний ряд скоростей. Но при большом взрыве материя имеет возможность разлетаться только во внутреннюю часть сферы, так как наружу материя и так имеет максимальную скорость. Я прошу прощения, на этом слайде я совместил все три скорости вместе, чтобы не плодить слайды. Но это три разных временных состояния скоростей по факту. Разлет материи при начале Большого Взрыва во внутреннюю область поначалу имеет околосветовую скорость, но по мере продолжения процесса материя иссякает и скорость замедляется. Я это показал фиолетовыми стрелками в средний ряд скоростей. И в результате итогового сложения скоростей получается такая картина. Нижний ряд красными стрелками. Во внутренней части сферы материя имеет нулевую скорость, в наружной близкую к световой. И между этими областями градиент скоростей разлета от нуля и до околосветовой скорости. Получается интересный результат. Та материя, которая при большом взрыве имела максимальную скорость разлета, по факту остановилась относительно неподвижной системы координат, точки инициации. А та материя, у которой при окончании взрыва уже не осталось импульса, продолжила разлетаться дальше с прежней скоростью, как и гиперфотонная сфера до этого. Но в любом случае скорость ее даже самых быстрых частиц ниже скорости света. Этап 6. На этом событие Большого Взрыва не заканчивается. Остаток сжатого пространства внутренней части гиперфотонной сферы после образования материи никуда не пропал. Вон оно, то самое черное колечко на общей картинке. А с жадностью ловит замедлившуюся материю, которая образовалась при Большом Взрыве. Вернее, сама материя является инициатором сжатия пространства и сама себя коллапсирует в черные дыры, так как не имеет достаточной скорости, чтобы убежать от этого. Область пространства, достаточно сжатого для коллапса материи, я указал черным цветом на укрупненной схеме справа. Ну, конечно же, материя при этом распределена не в виде шариков или кружочков, как я это нарисовал, но мне как-то надо было показать сжатое пространство вместе с присутствующей в нем материей. Материя очень плотно и равномерно распределена в пространстве, но очень недолго, так как сразу же коллапсируют многочисленные черные дыры. Этап 7. В результате многочисленных коллапсов образуется сферическая сеть сверхгигантских реликтовых черных дыр, которые с течением времени поглощают остатки недавно рожденной замедлившейся материи поблизости, не дав ей ни единого шанса. И избежать попадания в эту сеть черных дыр смогла лишь очень малая часть материи, которая имела достаточную, околосветовую скорость разлета на краю сферы. Чтобы оторваться от ее гравитации, она показана на укрупненной картинке справа. Многочисленные реликтовые гигантские черные дыры в ней тоже присутствуют. Вот они между желтыми кружочками, символизирующими материю. Но
Их оставшийся импульс движения после Большого взрыва спас их от печальной участи коллапса и в дальнейшем позволил им стать гравитационными центрами зарождения будущих галактик вокруг них. Стрелками на общей картинке я показал направление движения после Большого взрыва. Черными стрелками движение гигантских реликтовых черных дыр, которые под силами взаимного притяжения стягиваются в центр. И желтыми стрелками продолжение движения остатков материи, избежавшей коллапса. Посмотрим, что же произошло дальше. Этап 8. Сферическая сеть черных дыр под воздействием взаимного притяжения неторопливо сколлапсировали обратно в центр, где произошел Биг Бэнг, образовав при этом центральную гипермассивную черную дыру. Я ее в дальнейшем буду называть гиперчерная дыра. Вон она в центре общей схемы. Ее масса условно составляет 99% от всей массы Вселенной. И этого достаточно, чтобы остатки разлетающейся материи не смогли набрать вторую космическую скорость и никогда не смогут полностью оторваться от ее гравитации. Пережившая коллапс материя становится зародышем будущей формы Вселенной. Расширяющаяся стенка сферы с материей постоянно при этом утолщается, кольцо желтого цвета, благодаря градиенту скоростей, присутствующей там материи, и растяжению пространства, про которое я, кстати, расскажу позднее. Градиент скоростей я условно показал стрелками на условных слоях материи на укрупненном картинке справа. Обязательно выполняются условия V5 больше V1 и промежуточные варианты между ними. Естественно, в тот момент никаких слоев материи с разными скоростями не существовало. Было одно большое плотное облако сжатой и очень горячей плазмы, но скорость этого облака варьировалась в радиальном направлении в зависимости от удаления от центра. Несмотря на огромную первичную скорость материи, после Большого взрыва, близкую к скорости света, идет непрерывный процесс ее торможения в поле гравитации этого центра масс. Следовательно, Вселенная расширяется равнозамедленно. Насколько я знаю из открытых источников, текущая скорость нашей галактики составляет примерно 630 км в секунду. Вот насколько она замедлилась за последние 14 миллиардов лет от околосветовой скорости. Никаких вариантов ускоренного расширения Вселенной, как зачастую озвучивают современные ученые-астрономы, в моей модели быть не может, это нонсенс. Я считаю это ошибкой расчетов, теорий или наблюдений. Более того, ниже в главе про красное смещение я очень подробно распишу, почему возникает этот геометрический псевдоэффект расширения Вселенной якобы с ускорением, и развенчаю этот фейк. Мы не можем определить или зарегистрировать наше нахождение в поле гравитации гиперчерной дыры, его наличие, как в том мысленном эксперименте Эйнштейна с падающим лифтом. Но наше изменение скорости, то есть торможение, можно определить относительно доплеровского эффекта неподвижного реликтового фона в течение длительных наблюдений. Начать можно сейчас, а ученые лет так через 1000 определят, насколько мы замедлились. Хотя я верю в современную науку, точность приборов и вычислительные мощности компьютеров. Думаю, определить наше замедление можно за гораздо более короткий срок наблюдений. В том, что обнаружено будет именно замедление, у меня нет никаких сомнений. Более того, это поле гравитации можно достаточно точно рассчитать, и в этом у меня тоже нет никаких сомнений. Вопрос, как и состояние плазмы, материя, водород с гелием на тот момент, перешла в газообразное состояние, я не буду рассматривать, так как имеется множество научных работ, поясняющих этот процесс шаг за шагом с точными временными интервалами. Могу лишь высказать гипотезу в рамках TUM, что в соответствии с представленным ранее процессом образования реликтовых черных дыр, они стали некими зародышами галактик, которые образуются вокруг них позднее. Их распределение во Вселенной должно быть неоднородным в силу условий их рождения. На картинке я показал такое распределение по массам в виде черных кружочков разных размеров. Если смотреть в сторону точки Биг Бенга, где в данный момент находится гиперчерная дыра, то масса черных дыр в центрах галактик должна увеличиваться, а если смотреть в сторону границы Вселенной, то их масса должна уменьшаться.
Это обусловлено тем, что область сжатого пространства, подгоризонтная область событий, изначально находилась во внутренней части сферы, поэтому самые массивные черные дыры образовывались именно там, а ближе к краю сжатие уже ослабло и производило менее массивные реликтовые черные дыры. Думаю, такое исследование несложно провести. Все реликтовые черные дыры в центрах галактик находятся в зоне нашего наблюдения и ожидают такого исследования. Указанные направления несложно, кстати, определить, так как местная наблюдаемая группа галактик двигается не к некому фантазийному великому аттрактору, а их радиальное движение от центра в сторону границ Вселенной является естественным процессом, как и движение остальных галактик в рамках TUM. Следующий этап, который я рассмотрю подробно, момент, когда галактики полностью сформированы и распределены в пространстве, то есть сегодняшний день. На данный момент структуру Вселенной можно представить себе в следующем виде. В центре находится гипермассивная черная дыра с условной массой 99,99% всей Вселенной с ее огромным горизонтом событий, точки 1 и 2. К ней же привязана неподвижная система координат x0, y0, z0. Все это окружено областью пустого пространства, в котором находятся лишь фотоны от свечения галактик, область 3. Далее начинается сама зона галактик в виде волокнистой структуры, которую мы наблюдаем в видимой зоне, область 4. За зоной галактик находится пустое пространство, заполненное излучением от них. И все это окружено отсутствием пространства. Точки 5, 6 и 7. Вектор скорости галактик направлен радиально от центра к краю. Их движение равнозамедленное. Наше местоположение может быть в любой части зоны галактик, но теоретически, зная, сколько времени прошло с момента Биг Бенга, а затем и Большого Взрыва, и какую скорость мы имеем в данный момент, определяется по смещению относительно реликтового излучения, можно оценить и размер, толщину галактической зоны, и наше место в нем. Понятно, что даже наша зона наблюдения с огромным радиусом 14 миллиардов световых лет является лишь мизерной частью огромной Вселенной. Но тем не менее Вселенная конечна и достаточно легко определима. Наше местоположение я привязал ровно к оси x0. В дальнейшем все картинки я буду рисовать, исходя из этого положения. А вот теперь важный момент, прошу внимания. Моя модель TUM хорошо поясняет, почему все галактики, за редким исключением, двигаются от нас, причем чем дальше, тем быстрее. На картинке показана локальная зона галактик, где в центре находится Млечный Путь. Где-то далеко слева находится центр Вселенной, а далеко справа барьер, ее граница. Радиальный луч x0 из центра Вселенной, проходящий через Млечный Путь, я показал горизонтальной линией. Он совпадает с вектором скорости нашей галактики. В радиальном направлении Вселенной разбегание объясняется градиентом скоростей галактик. Галактики позади нас движутся медленнее, и чем дальше, тем медленнее. Я это показал скоростью v-. Галактики впереди нас движутся быстрее, и чем дальше, тем быстрее, скорость v+. Разбегание в направлении окружности объясняется угловым расхождением. Угол расхождения альфа тем больше, чем галактика дальше от нас. Поэтому, куда бы мы ни посмотрели, каждая галактика имеет относительную скорость, направленную от нас, да собственно и от любой другой галактики. И она состоит из двух компонентов: радиальная составляющая дельта V рад и угловая составляющая дельта V альфа. На схеме, чтобы понять этот принцип, я выделил для наглядности две галактики. Одна чуть позади нас, другая чуть впереди. И слегка увеличил часть, где начинаются вектора, чтобы их было лучше видно. Видно, что скорость этих двух галактик относительно неподвижного центра Вселенной чуть отличается. И относительно нас раскладывается на две составляющие. Дельта V радиальной и дельта V альфа, которые в сумме дают нам скорость убегания. Вот там V recession.
Понятно, что чем дальше галактика находится от нас, тем в силу геометрической особенности движения дельта V рад и дельта V альфа выше и скорость убегания тоже увеличивается. Изначальный импульс движения в радиальном направлении и геометрические особенности расхождения галактик в угловом направлении являются причинами увеличения наблюдаемой скорости убегания при увеличении наблюдаемого расстояния до любой галактики. И ни в коем случае не является следствием волшебного растяжения пространства, про которое трубят со всех YouTube-каналов блогеры. Хотя про этот важный эффект растяжения пространства я подробно расскажу чуть позже, так как он тоже присутствует и играет очень большую роль для наблюдений, но, естественно, не так, как его описывают. Кстати, наиболее похожий аналог для визуального представления Вселенной можно увидеть в остатках взрыва сверхновой Кассиопея-А. Звезду в центре, вернее ее тусклый остаток, не видно, но ее можно вообразить как аналог гиперчерной дыры. Зато хорошо видна расширяющаяся сфера газа, ее можно вообразить как аналог галактик. Мощности взрыва сверхновой достаточно, чтобы продукты взрыва достигли второй космической скорости и навсегда покинули остывающие остатки звезды и ее гравитацию. Но в случае Вселенной гипермассивная черная дыра в центре не позволяет такой сценарий и не может отпустить галактики. И рано или поздно все, что разлетелось, вернется в ее цепкие гравитационные объятия под горизонт событий и будет разорвано на энергию. Пугаться этого не надо, так как к тому времени все звезды во Вселенной, скорее всего, уже погаснут, и никаких цивилизаций к тому времени не будет. Бояться будет просто некому. Ну давайте снова вернемся к схеме Вселенной в настоящий момент. Представленная структура дает однозначное наличие неподвижного центра Вселенной, а также неподвижной системы координат x0, y0, z0, относительно которой происходят все релятивистские эффекты. Кстати, длина волны любого фотона является истиной только в этой системе координат. Все остальные подвижные системы координат, включая нашу движущуюся галактику, дают некую поправку на наблюдаемую длину волны. Про релятивистский эффект я тоже хочу сказать пару слов, раз уж глава посвящена текущему состоянию Вселенной. Если данный эффект подтвердится наблюдениями, а я в этом не сомневаюсь, это будет лучшим доказательством TUM. Для пояснения, как этот эффект возникает, я подготовил картинку, где изобразил нашу наблюдаемую зону с радиусом в 14 миллиардов лет. Картинка сложноватая и нужно ее обстоятельно пояснить. Как в примере с разлетом галактик, гиперчерную дыру я поместил где-то далеко слева, а барьер где-то далеко справа. В центре экрана находится наблюдаемая зона Вселенной с радиусом 14 миллиардов лет. Для анализа я поместил на самой границе наблюдения едва видимые в инфракрасном диапазоне 4 галактики. Вот эти красные пятнышки. Сзади номер 1, спереди 2, сверху 3 и снизу 4. А мы находимся в центре, в своей родной галактике Млечный Путь. Галактики 3 и 4 находятся в одной с нами зоне скоростей относительно неподвижной системы координат, центр которой находится в гиперчерной дыре, так как радиальное удаление от этого центра у нас примерно одинаковое, но угловое местоположение разное. А вот галактики 1 и 2 хоть и лежат на одной радиальной прямой с нами, но движутся с разными скоростями, чем мы, так как радиальное удаление от центра разное. Относительно неподвижной системы координат галактика 1 гораздо медленнее нас, а галактика 2 гораздо быстрее нас. Поэтому относительно нас каждая из них удаляется. Релятивистский эффект проявляется в виде замедления личного времени тела, точнее уменьшения персонального вектора времени t тела. Смотри мою лекцию про время. При увеличении скорости относительно неподвижной системы координат. Следовательно, у галактики 1 вектор времени больше нашего, t1 больше t0, и все процессы там происходят быстрее, чем у нас. У галактики 2 вектор времени короче нашего, t2 меньше t0, и все процессы там происходят медленнее, чем у нас. А вот галактики 3 и 4 стареют одинаково с нами, их персональные вектора времени равны нашему,
Т0 равно Т3 равно Т4. Вселенная при этом как бы стареет изнутри. Так что если пронаблюдать в телескоп галактики 1 и 2, то обязательно должна наблюдаться релятивистская поправка на различия между ними в возрасте, будь то количество произведенных элементов в процессе эволюции галактик, либо стадия формирования их видимой структуры, ну или другие астрономические эффекты, про которые я не знаю, так как я не профессионал в этой области. Все будет несколько отличаться, так как галактика 1 старше галактики 2. Но если мы сделаем такие же замеры для галактик 3 и 4 и сравним их, то никаких отличий между ними мы не обнаружим, так как они одинаковые по возрасту. Слово за астрономами и их наблюдениями. Все имеет свое начало и все имеет свое окончание. Не избежит этой судьбы и текущий цикл Вселенной. Рано или поздно, вернее, о чем это я? Это событие можно достаточно точно определить в рамках моей модели, построив математическую модель TUM. Надеюсь, научные астрономические коллективы цивилизованного мира и талантливые физики помогут мне с этим. Так вот, через определенное время, кстати, не такое уж и далекое, как мы помним, 14 миллиардов лет назад скорость материи была околосветовой, а скорость сегодняшней нашей галактики всего лишь 630 км в секунду. Не нужно иметь больших мозгов, чтобы определить наше интегральное замедление в поле гравитации гиперчерной дыры. Думаю, почти любой школьник сумеет рассчитать, когда скорость сойдет на 0. Не буду заморачиваться с формулами, мне это не интересно, да и времени нет, так как основная работа занимает много времени и сил. Утешает только одно. Чем дальше мы удаляемся от центра, тем гравитационное поле гиперчерной дыры будет все больше слабеть, следовательно и наше замедление будет все меньше. Это дает нам возможность еще протянуть несколько миллиардов лет до полной остановки, а потом еще кучу миллиардов лет на путь обратно. Ну короче, у нас еще полно времени. Так вот, через определенное время, когда начальный импульс разлета галактик иссякнет в поле гравитации гиперчерной дыры, галактики остановятся, а затем постепенно начнут стягиваться обратно к центру Биг Бенга. К тому времени, я подозреваю, почти все звезды в галактиках уже погаснут, и никого уже не будет волновать, в какую сторону происходит движение. Постепенно зона галактик будет стягиваться к центру, галактики будут сближаться, сталкиваться, а черные дыры в их центрах начнут свое последнее пиршество, которое закончится при их слиянии с гиперчерной дырой. После завершения процесса слияний и всех побочных процессов типа выравнивания всех моментов и выравнивания длин волн всех фотонов в центре вселенской черной дыры, в очередной раз происходит обнуление размера гиперфотонного шарика в центре, исчезновение на короткий миг гравитации и искривления пространства, и происходит очередной Биг Бэнг, то есть освобождение всех гиперфотонов из плена и их радиальное распространение во все стороны с образованием гиперфотонной сферы. Старая Вселенная умерла. Да здравствует новая Вселенная. Цикл начался по новой. Не могу пройти мимо темы расширения пространства, так как это является важной частью модели TUM и поясняет много наблюдаемых эффектов. Многие ученые или ведущие популярных астрономических каналов любят произвести впечатление на доверчивую публику и тычут им в лицо разрисованным галактиками шариком, приговаривая: вот, мол, как Вселенная расширяется, все галактики якобы стоят на месте, какого-то единого центра у них нет, но само пространство между ними постоянно растягивается волшебным образом, поэтому мы видим эффект разбегания галактик. Всегда на эту нелепость смотрю со смехом, так как возникает ощущение, что все эти специалисты либо прогуливали лекции Эйнштейна и не понимают вообще, о чем они мелят, либо умышленно вводят в заблуждение свою аудиторию. Бедолага Эйнштейн, сидя в раю, наверное, повыдергивал остатки своей пышной шевелюры, когда видит, как неучи коверкают его теорию. Это представление с шариком абсолютно не отражает сути происходящих процессов, как его пытаются показать. Это однозначно фейк. Я попытаюсь объяснить этот процесс наглядно, на 2D примере моей же модели Вселенной, но чуть-чуть позже. А для начала давайте вспомним основы, что такое сжатие пространства. Я подготовил двумерную картинку, где сжатие пространства показал только в одном вертикальном направлении, просто для понимания.
Прошу прощения за этот примитив у моей продвинутой аудитории, которые и без этого прекрасно могут построить любую 3D-картинку искривления пространства у себя в голове. Но эта картинка однозначно неправильная, но для понимания процесса подойдет. Сжатие пространства происходит при наличии гравитационного поля. Оно, кстати, присутствует везде и даже в пустом пространстве между галактиками. Чем сильнее гравитационное поле, тем сжатие пространства сильнее. Возле обычного гравитирующего объекта, слева на картинке, пространство искривляется незначительно и может этим искривлением цеплять другие гравитирующие объекты, ну то есть любые массовые объекты или даже фотоны, которые также производят искривление пространства. При особых случаях, как на картинке справа, когда это поле достигает больших значений, ну как в черных дырах, пространство может сжаться в точку, в непроходимый тупичок. Как видно, тело или излучение не могут проскочить такой тупичок и застревают в нем. Но есть и обратный процесс. Когда гравитация начинает ослабевать, пространство начинает разжиматься. Естественно, растяжение пространства не может происходить бесконечно и имеет предел при нулевом поле гравитации, но которое, кстати, никогда не достижимо. Долго думал, стоит ли, но все-таки решился сделать несколько более сложных картинок, в которых искривление пространства представлено более-менее правильно. А то еще заподозрите меня в некомпетентности, раз рисую неправильные картинки. Типа, сам не понимает, еще и людям рассказывает. Ну, как это делает большинство астрономических блогеров ради лайков и денег. Для начала покажу картинки в фейковом варианте, к которым привыкли обыватели, просматривая видосики про Вселенную. Вот тут вот две черные дыры, которые якобы там что-то сливаются. Ну да, сливаются, ладно. Тут вот нарисовано некое там солнце, еще, по-моему, там какой-то магнитар рядом. Это тоже фейковая картинка, неверная. Вот, выглядит красиво, но это абсолютно неверное представление, очень далекое от реальности. Стоит сказать, что есть и правильные картинки, нарисованные с полным пониманием. Вот здесь вот нарисована некая звезда, которая стягивает на себя пространство. Вот это вот абсолютно верная картинка. Вот, она посложнее, конечно, в понимании, но верно отображает реальное положение вещей. Еще я представил эту же картинку, но в 2D варианте, и получилось примерно так. Это уже моя картинка. То есть, чем ближе к этому объекту гравитирующему, тем пространство сжимается чуть больше. Чем дальше, тем оно типа как по разжатию. Вот. Ясно, что сжатие пространства это не выпуклость на волне, как его представляют художники, а гораздо точнее можно сравнить со звуковой волной, которая радиально во все стороны расходится от тела. Ну, естественно, звуковая волна подвижная, а искривление пространства, оно такое перманентное состояние, привязанное к конкретному телу. Ну или вот еще одну картинку я сделал. Сжатие пространства для двух гравитирующих тел. Вот видно, что их сжатие пространства суммируется, что и дает такую картинку. Ну там вот особенно вот в центре видно, что линии сжатия, они там гораздо более сжаты, чем вот, например, там сверху и снизу. Это вот их суммарное сжатие получается. Понятно теперь, что две вращающиеся черные дыры не делали рябь в пространстве, как ее рисуют в виде волны на море. Это неверно. А они со скоростью света посылали в окружающее пространство радиально расходящиеся уплотнения пространства в виде расходящихся сфер. Не буду рисовать этот вопрос вне моего текущего исследования. Кроме того, если так вот представить и заглянуть дальше от этих двух гравитирующих объектов на масштаб Вселенной, то в любой точке между ними, ну даже не так, вообще в любой точке пространства присутствует пересечение сжатий пространства от всех объектов, гравитация от которых успела достичь этой точки от начала происхождения Вселенной. Другими словами, если мы видим свет от самой далекой наблюдаемой галактики, значит мы также находимся в ее гравитационном поле, которое также распространяется со скоростью света. И значит гарантированно находимся в сжатии пространства, причиной которого она является. Это сжатие, конечно, очень незначительно, но тем не менее оно есть. А теперь в голове просуммируем все сжатия пространства от всех видимых и невидимых галактик в конкретной точке и начинаем понимать картину мира.
Вот. Но еще для большего понимания, чтобы уж эту тему полностью раскрыть, хочу показать 2D гравитационную карту сжатия пространства нашей Вселенной. Тут бесполезно рисовать какие-то стрелочки, я сжатие пространства показал цветом. Чем он темнее, тем сжатие выше. В центре находится гиперчерная дыра, которая является источником чудовищной гравитации и максимально сжимает пространство вокруг себя. Также гравитационным источником является область галактик, которая также сжимает пространство максимально к центру этой зоны. За зоной галактик наименее сжатое, то есть наиболее растянутое пространство, так как гравитация от гиперчерной дыры там уже ослабла, и от зоны галактик тоже. Надеюсь, из этих двух картинок понятно, что области гравитации и сжатия пространства это одно и то же. Ну же, вспоминаем теорию Эйнштейна, он постоянно про это говорил. А теперь рассмотрим расширение пространства на модели TUM, как я и обещал. Я попытаюсь показать, как происходит это растяжение на 2D модели. Сразу скажу, в эти картинки я заложил ошибку и не стал ее исправлять. Кто ее первым найдет, пишите в комментариях. Вам будет 5 с плюсом по физике и звание яйцеголового 80-го левла. Ну шутка, конечно. Это будет означать, что вы на 100% разбираетесь в этой теме и с аналитикой у вас все в порядке, и вы молодец. В зоне галактик я их показал желтым колечком. Все они имеют радиальное разбегающееся движение от центра к краю. В процессе своего движения каждая галактика удаляется от остальных по причине градиента скоростей в радиальном направлении и углового расхождения по причине геометрии движения. В процессе их движения расстояние между ними постоянно увеличивается. Верхняя картинка показывает расширение галактик без эффекта растяжения пространства. К такому варианту событий мы привыкли в повседневной жизни, при котором никаких добавочных эффектов растяжения пространства при движении тел не возникает. Но на вселенских масштабах эффект проявляется и очень значительно. Вследствие увеличения расстояния между галактиками напряженность гравитационного поля убывает, да и само колечко с галактиками удаляется от гиперчерной дыры и ее гравитации. Соответственно, при этом растягивается и пространство в зоне галактик. Это и только это является причиной растяжения пространства. Как видно из нижней картинки, где учтено растяжение пространства, произошло дополнительное увеличение размера не только зоны галактик, но и диаметра самой Вселенной. Растяжение пространства является дополнительным бонусом при естественном увеличении расстояний между объектами и снижением гравиполя. А в примере с разрисованным шариком причину и следствие поменяли местами. Но это абсолютно неверно. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите популяризатора астрономии с шариком в руках, который будет утверждать о неподвижности галактик и расширении только пространства между ними, рассмейтесь ему в лицо и объясните, в чем он не прав. А еще лучше, отберите у него диплом за некомпетентность. You fired! Get out of here! Камала! Кстати, хочу успокоить людей, которые беспокоятся о таком расширении пространства. Пространство расширяется только между галактиками вследствие ослабления гравитационного поля между ними. Внутри любой галактики гравитационное поле остается более-менее постоянным. Поэтому даже если убрать все галактики, кроме нашей, и оставить вокруг максимально растянутое и пустое пространство, мы этого почти даже не заметим. У нас почти все будет по-прежнему, так как внешнее гравитационное поле от других галактик составляет мизерную часть от гравитационного поля нашей галактики, и мы почти не заметим его пропажу. Так что никуда мы не растянемся, спите спокойно. Так, эффект красного смещения. Решил посвятить этому вопросу отдельную главу, так как часто вижу очень много заблуждений на эту тему как в YouTube, так и в публикациях. Хочу подробно рассмотреть наблюдаемый эффект так называемого расширения Вселенной с ускорением, про который трубят в средствах научной информации. Сразу хочу сказать, это однозначно фейк, и ниже я докажу это. Это будет долгая и сложная для понимания глава,
но она является важной частью моей лекции, которая развеет заблуждения почти вековой давности. Если вы поймете эту главу, значит ваш скилл физики на уровне 80-го левела, да, того самого. Запаситесь попкорном и поехали. Для зрителей, которые не в теме, я коротко поясню, откуда появилось заблуждение про ускоренное расширение Вселенной. Астрономы, глядя в свои телескопы, обнаружили еще в прошлом веке, что чем дальше от нас находятся галактики, тем сильнее проявляется эффект Доплера, то есть тем быстрее они от нас удаляются и тем выше растяжение длины световой волны, которая приходит от удаленной галактики и достигает Земли. Не буду терять время на описание этого эффекта, сами погуглите. Причем, если судить по этому увеличению длины волны, галактики не просто линейно увеличивают свою скорость с расстоянием, а еще при этом как бы ускоряются, как будто их что-то расталкивает, что повергло ученых в ступор. Получается, Вселенная не просто расширяется, а делает это все быстрее и быстрее. Это, конечно, заблуждение. Каких только теорий с объяснениями этого наблюдения я не наслушался. Это и наличие волшебной темной энергии, расталкивающей галактики, и изменение свойств гравитации, как бы Вселенная раньше расширялась замедленно, а потом вдруг произошло чудо, и она стала ускоряться. И даже слышал версию об усталости фотонов. Якобы им надоедает за время путешествия колебаться, и они устают. Короче, кроме недоумения, у меня это ничего не вызывает, так как напоминает мне историю про ветер на улице, который возникает, потому что машут ветки на деревьях. Короче, ученые сделали поверхностные и неверные выводы на основе наблюдений, не потрудившись понять саму суть процесса. Ну ладно, хорошо, посмеялись, а теперь давайте проведем аналитический анализ явления и сделаем верные выводы. Небольшая предыстория. Вот мне всегда не давал покоя вопрос, почему мы видим наиболее удаленные галактики в том виде, в каком они были 14 миллиардов лет назад, когда Вселенная была еще сжата. Ведь она тогда еще родилась недавно. И как между нами и ними сейчас помещаются все остальные галактики, свет от которых шел 13, 12 и менее световых лет. Ведь Вселенная с тех пор значительно расширилась, и мы должны с учетом этого расширения их видеть как бы позади наиболее далеких галактик, свет от которых шел 14 миллиардов лет, или может быть там рядом с ними, короче, ну на одном уровне с ними. Но мы наблюдаем их равномерное распределение. Однозначный ответ на свой вопрос я нашел только после разработки TUM, которая ставит все на свои места и полностью объясняет загадочные эффекты красных смещений, ну и месторасположение всех этих галактик. Я, наверное, месяца полтора ломал голову над этой сжато-пространственно-временной задачкой и считаю, что полностью ее разгадал. И хочу решение этой загадки рассказать и вам, мой зритель. Чтобы зритель тоже разобрался в этом процессе, я подготовил несколько немного сложноватых картинок, но постараюсь их не торопясь объяснить, чтобы и вы поняли причинно-следственные события. Формул не будет, не пугайтесь, тут главное понять суть. Так, на картинке представлены две шкалы с разными масштабами. Первая шкала – это шкала перемещения нашей галактики Млечный Путь. Я ее показал в виде красной линии, радиально проходящей через нашу галактику из центра Вселенной, то есть от гиперчерной дыры, которую условно показал где-то далеко слева. Вторая шкала – это расстояние в световых годах, которые проходит свет после излучения от удаленных галактик, и который мы наблюдаем в данный момент. Я представил ее в виде концентрических кругов, и пронумеровал их с дискретностью в 1 миллиард лет. Всего их 14, и круг самого большого радиуса показывает место, откуда свет излучился 14 миллиардов лет назад и наблюдается сегодня. Про свет нужно отдельно подчеркнуть, это очень важно, что несмотря на то, что за 14 миллиардов лет пространство расширилось во все стороны, точки излучения и поглощения этого света нисколько не изменились относительно друг друга, так как жестко привязаны к своей неподвижной системе координат, в которой распространяется свет. На световые фотоны магия расширения пространства никак не влияет, кроме растяжения или сжатия длины волны при соответствующих сжатиях или растяжениях пространства.
Никаких поступательных или боковых смещений световой волны под воздействием расширения пространства за время ее путешествия не происходит. Кто это не понимает или хочет опровергнуть, открываем теорию Эйнштейна и долбим ее до уровня понимания. Ну, или я вам просто не могу помочь. Поэтому эти концентрические круги, показывающие различные времена излучения, которые достигли Землю только сейчас, это фиксированная и неизменная картинка, не зависящая от каких-либо расширений пространства за все это время. Прежде чем начать пошаговые итерации событий, для начала нужно отмотать время на 14 миллиардов лет назад и посмотреть, где была наша галактика в тот момент в рамках TUM. Я обозначил ее буквой WV, как сокращение второго слова от Milky Way. Ну, М уже занята на схеме. Вселенная была в тот момент относительно молодая, и Млечный Путь был гораздо ближе к гиперчерной дыре. Это место я обозначил как WV14. Вот он. Как я уже говорил ранее, тогда происходил стремительный разлет галактик в радиальном направлении от гиперчерной дыры и непрерывное увеличение расстояний между ними. Плотность гравитации падала, и происходило очень значительное растяжение пространства, ведь эти два процесса абсолютно взаимосвязаны. Земли, кстати, тогда еще не существовало. Более того, и нашего Солнца тоже, но речь сейчас не об этом. За первый миллиард лет от обозначенных 14 галактика до положения В13 прошла самый большой отрезок пути. С каждым последующим миллиардом лет пройденный путь становился все короче, так как происходила потеря импульса в поле гравитации гиперчерной дыры. Крайняя точка пути, точка W0, это настоящий момент, где пересеклись мы и весь излученный свет с наблюдаемой зоны, вернее с вертикальной линии наблюдения, которую я выбрал для анализа. На данный момент скорость Млечного Пути составляет около 630 км в секунду, и в дальнейшем будет все замедляться. Можно высчитать, какой примерно путь мы пройдем за следующий миллиард лет с учетом текущей скорости и замедления, которое, кстати, надо еще определить. И когда полностью остановимся, тоже можно рассчитать. Также на схеме присутствуют разные галактики, которые излучили свет, который мы видим от них сегодня, в ключевые моменты из соответствующих точек на этой линии наблюдения. Я их пронумеровал латинскими буквами с цифровыми координатами времени. Например, А14 показывает местоположение галактики А 14 миллиардов лет назад, как и WV14 показывает положение нашей галактики в то же время. Ну и там следующие галактики Б, С и так далее, тоже со своими номерами, это вот когда они излучили свой свет. Понятно, что таких галактик в зоне указанных колечек вообще множество, да и свет они излучают непрерывно по расстояниям и времени, а не дискретно с интервалом в 1 миллиард лет. Ну, надеюсь, для зрителей уже картина стала ясна, как происходил этот процесс. Чтобы сегодня увидеть наблюдаемую картину, свет последовательно излучался в течение 14 миллиардов лет в зоне этих колечек от всех галактик в сторону точки 0. А Milky Way в это время путешествовала по своему пути, и только сегодня они пересеклись. Капитан Очевидность, скажете вы. Мы это и так знали. Так вот в чем дело, что не все это знают, и многие просто не понимают реальную картину. Постоянно слышу, что якобы мы не видим за пределы зоны наблюдения в 14 миллиардов лет по причине, что свет где-то застревает из-за расширения пространства и не может нас достичь. Это абсолютный нонсенс и противоречие теории Эйнштейна. Как я уже упомянул, свету плевать на растяжение или сжатие пространства. Мы прекрасно можем видеть картинку и на 15, 16 и далее миллиардов лет назад, вплоть хоть до самого реликтового излучения. Просто не можем детектировать все слабеющее излучение, уходящее далеко в инфракрасный спектр. Как вы думаете, а что ж такое реликтовое излучение? Это и есть излучение, которое пришло как раз из подобного колечка, которое я рисовал, примерно под номером 15 или 16, а может и больше, когда Вселенная из состояния плазмы перешла в газообразное состояние, и галактик тогда еще не было. Но куда тогда пропали в таком случае промежуточные состояния? Между точками в 14 миллиардов лет и наблюдаемым реликтовым излучением в точке условно в 16 миллиардов лет обязательно присутствуют все остальные состояния в зоне наблюдения.
Это и расширение газа, и его первичное формирование вокруг реликтовых черных дыр, и образование первых звезд в этих протогалактиках. И далее. Просто у нас на данный момент не хватает чувствительности техники, чтобы это пронаблюдать. Чем более чувствительная будет техника для наблюдения между далекими инфракрасным и радиодиапазоном, ну, например, размещенная на Луне, тем более ранние моменты мы сможем наблюдать, которые уходят за 14 миллиардов лет. Как вывод, наша наблюдаемая зона не ограничивается сферой в 14 миллиардов лет, а она значительно больше. Ну, надеюсь, это понятно. Ну, мимоходом я разрушил еще один фейк про наблюдаемую Вселенную. Так, ну хорошо, на этом подготовительная часть, а для кого-то и очевидные вещи заканчиваются. Придется снова погрузиться в теорию Эйнштейна и модель TUM. Начинается жесткач. Напрягитесь, осталось немножко. Для исследования я возьму две крайние на линии наблюдения галактики А и Б для понимания разницы между ними. Остальные галактики в этом ряду будут вести себя примерно по такому же принципу, поэтому я опущу их описание. Начну с галактики А. Для начала для галактики А14 я провел радиальную линию из центра Вселенной. По этой линии я прокладываю вектор скорости этой галактики в А14. В тот момент, ну или можно назвать его вектором пути, короче, неважно. Короче, этот вектор показывает, насколько поменяет свое положение галактика за одну итерацию в 1 миллиард лет. Вектор в А14 значительно больше нашего в тот момент вектора скорости в W14, так как галактика А14 значительно дальше удалена от центра и имеет большую скорость разлета. Но вспоминаем главу 4 с распределением градиента скоростей материи. После 1 миллиарда лет эта галактика должна занять положение А13, показанное на картинке, но не занимает. За это время произошло значительное растяжение пространства, и нужно ввести поправку на это растяжение. Не лишним будет сказать, что шкала перемещений галактики Млечный Путь показана без учета этой поправки на расширение пространства. Пускай зритель в своей голове добавит каждому вектору скорости v W14, 13, 12 и так далее по небольшому дополнительному вектору, учитывающему это растяжение. Чем дальше в прошлое, тем этот поправочный вектор должен быть длиннее. При этом общая длина пути v14, v0, естественно, увеличится, но на моей схеме уже точно не поместится. Так, вернусь к поправке для v13. Растяжение пространства произошло как в радиальном направлении, поправка на вектор скорости дельта v А14 радиальная, так и в угловом направлении, поправка на вектор скорости дельта v А14 angle. Суммарно они дают поправочный вектор дельта v А14 на растяжение пространства. Складывая обычный вектор скорости v А14 с этим поправочным дельта v А14, в результате получаем реальный вектор скорости v А14'. Я его прям пожирнее выделил для наглядности. Соответственно, реальное положение галактики А13 уже будет в положении А13'. И как результат всего этого ввожу еще на игровое поле абсолютный вектор скорости, то есть проекцию вектора v А14' на линию наблюдения. Я его выделил голубеньким. Это показывает нам, с какой реальной скоростью в тот момент удалялась от нас галактика. То есть то, что мы наблюдаем в данный момент нашими приборами. Так, давайте теперь рассмотрим следующий момент времени под цифрой 13. То есть 13 миллиардов лет назад. И попробуем понять, в чем разница между ним и предыдущим моментом 14. Я буду рассматривать в этот раз галактику B13. Она подошла к этому месту на линии наблюдения и излучила в нашу сторону свой свет. А заодно и рассмотрим потом А13' для сравнения, что же происходит с ней дальше. Опять провожу радиальную линию из центра Вселенной для галактики B13. По этой линии я прокладываю вектор скорости VB13. С этим вектором в данной точке уже произошли изменения за последний миллиард лет. Разлет галактик за это время значительно замедлился.
И несмотря на то, что геометрические расстояния от центра Вселенной до векторов VA14 и VB13 примерно одинаковые, вектор VB13 через миллиард лет уже меньше, так как галактика потеряла часть своей скорости. Положение B12 тоже неверное, так как не учтено расширение пространства. Давайте учтем это, введя поправки на вектор скорости, как в прошлом примере. Результатом становится итоговый вектор скорости VB13' и реальное положение в точке B12'. Ну и обязательно указываю абсолютный вектор скорости VBAPS для галактики B13. Эти вектора нам потом пригодятся. Надеюсь, к этому моменту мой продвинутый зритель уже полностью разобрался в вопросе, как перемещались в пространстве галактики и как на их перемещение влияло расширение пространства. Но давайте копать дальше до полного понимания. Кстати, давайте посмотрим, как к моменту 12 галактика А13' поменяла свое положение. Хоть ее излучение нам уже не интересно, но давайте ради интереса просто найдем ее местоположение. Все по классике. Провожу радиальную прямую от центра Вселенной. Указываю вектор скорости VA13'. Этот вектор уже меньше предыдущего вектора этой галактики VA14, так как за последний миллиард лет скорости всех галактик, естественно, изменились из-за притяжения гиперчерной дыры. При этом вектор больше вектора скорости VB13 галактики B13, так как галактика А13' находится дальше от центра Вселенной и имеет большую относительную него скорость. Добавлю поправочные вектора на скорость расширения пространства. Они, кстати, примерно равны поправочным векторам для VB13, так как расширение пространства в этот момент в тех областях примерно одинаковое. И получаю итоговый вектор скорости VA13 2 штриха, после прохождения которого галактика попадает в положение А12'. Еще можно сделать такую вещь. Отмотать время назад и приблизительно показать, где находилась галактика А в более ранние моменты 15 и 16. Давайте я сделаю это. Эти вектора перемещения галактики А я уже нарисовал с учетом поправок на растяжение пространства. Понятно, что с каждым миллиардом лет назад скорость этой, да и любой другой галактики была все большей, и пространство при этом расширялось все интенсивнее, поэтому каждый предыдущий вектор скорости галактики больше последующего. И возможно в точках 15 и 16 галактика А еще не существовала в виде галактики, а была неким сгустком газа вокруг своей реликтовой черной дыры. Ну, если отматывать время еще назад, она не упирается в гиперчерную дыру, представленную на картинке. Мы-то помним по моей теории, что все начиналось с перехода сферы гиперфотонов в материю. Вот туда-то и упирается первый вектор скорости, не показанный на картинке. Я думаю, с учетом указанных фактов необходимо пересчитать время существования Вселенной. Заявленный возраст в 14,2 миллиарда лет с момента появления материи явно недостаточно для протекания всех процессов. Про период до перехода энергии в массу я вообще не упоминаю. Это будет дополнительной добавкой в оценке общего времени рождения. Все эти периоды теперь можно рассчитать достаточно точно, с учетом всех данных, которые я предоставил. Что интересно, с нашей точки зрения, вектора перемещения галактики А образуют некую кривую вследствие геометрии и расширения пространства. Но с точки зрения галактики А, она движется по радиальной прямой от гиперчерной дыры, как и наша галактика внизу на схеме. Для остальных галактик на линии наблюдения картина будет примерно одинаковая, но с учетом их времени и скорости. Так, еще хочу показать финальную картинку со всеми абсолютными векторами скоростей всех галактик на прямой линии наблюдения, которую мы наблюдаем в данный момент. Я их не стал показывать на галактиках, чтобы там не загромождать картинку, и переместил их подальше от галактик и выстроил в ряд для сравнения. Я думаю, увидев эту картинку, в данный момент зрители, у которых в школе были пятерки по физике, уже догадались, почему наши приборы фиксируют якобы ускоренное разбегание галактик. Для них можно не продолжать.
А для зрителей, у кого в школе были по физике тройки или натянутая четверка с минусом, как у меня, нужно немножечко дополнить теорию. Если совместить эффект Доплера и теорию Эйнштейна, то для любого достаточно удаленного объекта можно написать формулу наблюдаемой длины волны. Извините, я не хотел связываться с формулами, но это совсем простые. Наблюдаемая нашими приборами длина световой волны будет отличаться от исходно излученной на некую дельту. Так вот, эта дельта состоит из двух обязательных компонентов. Изменение длины волны из-за скорости удаляющегося объекта, доплеровский эффект, и из-за растяжения пространства по теории Эйнштейна. Это элементарно, ну и всем понятно. Если снова открыть картинку абсолютных скоростей галактик, то видно, что в момент 14 галактика А имеет самые максимальные компоненты как расширения пространства, так и самой скорости удаления галактики от нас, суммарно отраженные вот в этом абсолютном векторе. В момент 13 галактика Б имеет эти компоненты в уменьшенном виде. В момент 12 галактика С еще меньше и так далее. Причем это уменьшение явно не линейно, что отражено на их абсолютных векторах. Ну понятно, что я не представил формулы с расчетами и доказательствами такой динамики абсолютного вектора, ну и не сравнил с тем, что я сейчас показываю, и не сравнил с тем, что сейчас у нас показывают наши приборы. Вот. То есть эта задача выше моих сил, так как для этого нужно создать очень сложную математическую модель. Но я уверен, что такая модель будет создана, и мы сможем наглядно увидеть происходящий процесс и подтверждение моих рассуждений. Поэтому делаю финальный вывод из всех предыдущих рассуждений. Наблюдаемое красное смещение, показывающее ускоренность расширения Вселенной, по факту является естественным следствием ее геометрического и пространственно замедляющегося расширения в разные моменты времени. Никакого фактического ускоренного расширения Вселенной по моей модели нет и быть не может. Регистрируемые красные смещения мы наблюдаем при замедляющейся Вселенной. Точка. Кто осилил эту главу и понял, вам 5 с плюсом по физике. Так. В этой части я хочу обратить внимание на положительные и отрицательные моменты своей теории. Похвалю и покритикую себя. Для начала похвалю. Хочу заявить о невозможности сценария, который зачастую озвучивают физики-астрономы, что якобы за какие-то доли секунды из точки флуктуации вакуума, то есть из ниоткуда, возникла Вселенная и за доли секунды образовала материю. Это непродуманный и неосуществимый сценарий. Если предположить, что Биг Бэнг происходил по этому сценарию, то появление Вселенной никогда бы не произошло, так как если бы материя образовалась неподалеку от точки инициации, то она немедленно бы потеряла свою скорость света, так как материальные частицы не могут двигаться со скоростью света, окружилась бы горизонтом событий, так как гравитация двигается со скоростью света, и мгновенно сколлапсировала бы обратно в черную дыру. То есть при таком озвученном сценарии шансов появиться у Вселенной вообще нет. Я считаю, мой сценарий гораздо логичнее и правдоподобнее, не противоречит физическим законам, и главное, его можно проверить и рассчитать. Но теперь покритикую себя. У меня у самого есть вопрос к своей теории, который я пока не могу объяснить и представить даже на уровне фантазии. Может быть, кто-то более продвинутый подскажет мне. Напиши мне в личку. Если предположить, что при Биг Бенге по моей теории пространство образуется при сферическом расширении гиперфотонов, которые в процессе своего движения отодвигают барьер, то какой механизм должен быть задействован, чтобы стянуть этот барьер вместе со всеми свободными фотонами обратно к вселенской черной дыре в конце цикла существования Вселенной? Если с материей все более-менее понятно, она не имеет второй космической скорости, чтобы полностью оторваться от гравитации черной дыры. И вся ее масса все равно вернется в центр, откуда все началось, после того, как израсходуется ее начальный импульс скорости. То как вернутся фотоны, которые излучались в процессе свечения галактик? Вот мне это не ясно. Должен существовать некий механизм их обязательного возврата в гиперчерную дыру, иначе без этой массы, энергии, она не может произвести тот самый щелчок. В моем анализе при этом возникает нерешенный вопрос.
Если этот барьер изначально растягивался гиперфотонами, то он и дальше должен бесконечно растягиваться обычными фотонами. Ну, ответить не могу, но могу лишь порассуждать на эту тему. Допустим, вот вся материя уже вернулась обратно в гиперчерную дыру. Следовательно, в пространстве между ней и барьером находятся лишь фотоны, когда-то излученные галактиками, которые продолжают растягивать барьер. Учитывая, что сжатие пространства максимально уже около этой гиперчерной дыры, а у барьера оно имеет минимальное значение, так как гравитация там едва ощутима, и значит эти фотоны очень сильно растянуты и будут растягиваться тем больше, чем дальше они удаляются. Энергия их при этом непрерывно уменьшается. И можно, конечно, предположить, что их энергия приблизится к нулю по мере увеличения их длины. Но эти фотоны по определению не должны исчезнуть или до бесконечности продолжать свое удаляющееся движение. Должно обязательно произойти некое событие, которое развернет эти фотоны в обратную сторону, все до единого, и вернет в гиперчерную дыру. Возможно, сам барьер на определенной очень малой энергии фотонов меняет свои свойства, перестает растягиваться, как-то там их абсорбирует в себя и переизлучает в обратную сторону. Но это только предположение, я не могу это сказать гарантированно. Какое-то событие возврата этих фотонов обязательно должно, произойти. Это предопределено, так как происходило бесчетное число раз ранее и столько же раз произойдет в дальнейшем. Вопрос с барьером я не решил, и он пока остается открытым. Может быть, там какие-нибудь талантливые физики и смогут это все рассчитать, придумать. Я вот на этом остановился. Так, вот это вот еще последнюю главу завершающую. Теперь еще раз напомню список целенаправленных астрономических наблюдений, которые необходимо провести для подтверждения либо опровержения теории TUM по указанным ниже пунктам. Давайте договоримся о нашей локальной системе координат. Берем за направление вперед текущее радиальное движение нашей галактики от центра к периферии по модели TUM. Это направление астрономы прекрасно знают, но почему-то приписывают это движение к некому великому аттрактору. Это очень смешно, конечно, про таинственный аттрактор, его попросту не существует. Так вот, становимся лицом в сторону движения нашей галактики Млечный Путь. И первое. В соответствии с главой 5 необходимо оценить массу реликтовых черных дыр в центрах галактик в зоне наблюдения. Позади нас их размер, то есть масса, теоретически должны быть чем дальше, тем больше, а впереди они должны быть чем дальше, тем легче. Второе. В соответствии с главой 6 необходимо пронаблюдать релятивистский эффект замедления персонального времени галактик по теории относительности Эйнштейна. Позади нас скорости галактик относительно неподвижного центра меньше, чем у нашей галактики, и время для них движется быстрее. Впереди нас относительные скорости галактик больше, чем у нас, и время для них замедляется. Должны обнаружиться некие эффекты, отличающие наиболее удаленные галактики позади от наиболее удаленных галактик впереди. Это может проявиться в эволюционной структуре галактик, наличию определенного количества произведенных химических элементов и других параметрах. При этом наиболее удаленные галактики в направлении вверх-вниз или вправо-влево отличаться не будут, так как находятся в одинаковом с нами поясе скоростей. Третье. Необходимо пронаблюдать доплеровский эффект разбегания галактик. Вполне возможно, он в силу геометрии и растяжения пространства Вселенной будет не совсем равномерен в разных направлениях. Возможно отличие между направлениями вперед и поперечными. То есть радиальная скорость разбегания может отличаться от угловой. Соответственно, постоянная Хаббла может отличаться в зависимости от направления наблюдения. Но это пригодится при создании математической модели TUM. Четвертое. Необходимо пронаблюдать изменения скорости движения нашей галактики относительно реликтового излучения. Необходимо определить наше текущее замедление, или, как любят говорить в России, отрицательное ускорение. Процесс определения замедления достаточно длительный, поэтому начинать можно сейчас, а последующие поколения астрономов продолжат и уточнят.
Пятое. Для наблюдения ранних этапов эволюции Вселенной за пределами 14 миллиардов лет необходимо построить на обратной стороне Луны астрономическую базу, работающую в диапазоне частот от глубокого инфракрасного и до микроволнового излучения. Другие диапазоны частот, кстати, тоже не запрещаются. Они тоже нужны для более качественных данных уже проведенных исследований. Ну и кроме того, Луна является прекрасной базой для изготовления гравитационного телескопа в качестве массовой основы, для которой она бы очень подошла. Ну кто понял, о чем я, тот молодец. Так, по результатам поисковых наблюдений в случае подтверждения модели TUM необходимо, используя мощности современных компьютеров, создать максимально подробную математическую модель Вселенной, используя все открытые физические законы, включая теорию Эйнштейна и квантовую физику. Все события и временные состояния, необходимые для этой модели, я представил. Это позволит не только точно определить все ключевые временные моменты теории, но и получить понимание реальной картины и размера Вселенной, ее массы, нашего места в ней, а также возможность прогноза всех дальнейших событий. Призываю научные коллективы цивилизованного мира помочь мне с этой работой. Все, на этой веселой ноте я буду закругляться и заканчивать лекцию. Подытожу, вашему вниманию была представлена новая, не побоюсь этого слова, фундаментальная космологическая теория Вселенной. Я надеюсь, необходимые наблюдения и расчеты покажут верность моих умозаключений, и вскоре эта теория займет достойное место во всех астрономических учебниках. Я, конечно, попытаюсь опубликовать ее в астрономическом российском журнале, но я думаю, мне откажут, потому что я уже пытался такой запрос в другой журнал направлять. Мне сказали, если вы не профильный специалист по астрономии, значит вам здесь не место. Так что, поэтому просьба к зрителям распространять это видео в астрономических научных кругах. Если у вас есть знакомые, кто занимается астрономией, какие-нибудь физики, покажите им это видео, распространяйте эту теорию через интернет. Спасибо большое. Так что прошу вопросы и обсуждения по представленной модели оставлять в комментариях. Пустые комментарии без научного содержания или правильных, грамотных вопросов будут безжалостно удаляться. Ставьте лайки только если сегодня услышали что-то новое в моей лекции, и это заставило вас задуматься и, возможно, и согласиться с представленной моделью. Надеюсь, я вас сегодня в чем-то убедил. Потому что я не пересказываю чужие теории за лайки, я создаю свои. Еще раз напоминаю об интеллектуальной собственности на высказанные сегодня идеи. Прошу не забывать об этом, если хотите использовать мою теорию в своих целях. Обязательно делайте ссылки на это видео, либо еще лучше на автора теории, то есть на меня. Скорее всего, это мое крайнее видео на YouTube, но я не зарекаюсь. Что можно было бесплатно рассказать широкой аудитории по научной части, я рассказал. А все остальное это уже платный контент и не предназначено для широкой публики. Смотрите и другие мои предыдущие видосики, там тоже кое-что есть интересное. Хоть немножко и сумбурное, но меня можно простить, так как последние полгода я еще осваивал физические законы этого мира, нащупывал правильный путь и в конце концов нашел его понимание. Теперь мое обычное обращение к меценатам. Карточку для донатов я оставляю в описании данного видео. Меня не интересуют платежи от обывателей, так как я не бездельник и сам честным трудом зарабатываю себе на жизнь. Меня интересует только значительная помощь от людей, которые заинтересованы в реальном развитии науки и для которых 10, 20 или даже 30 лямов российских денег в фонд моего благосостояния не составят беспокойства. Я думаю, такие люди есть. Но чтобы я уже не тратил свое время на заработки, а полностью сосредоточился на науке и технологиях. У меня есть что предложить. Еще более разумным вариантом была бы помощь в моем переезде за границу, в цивилизованную страну. Моя мечта это работать в США. А также социальная и финансовая поддержка на первое время, чтобы я бы мог объединиться с нужными людьми и спокойно работать и в полной мере принести пользу науке, технологиям и человечеству. E-mail для важных сообщений я также оставляю в описании. Все, на этом все. Всем пока. Счастливо.